Excel– привычный, но не универсальный инструмент для ведения задач. Например, использовать Excel для бизнеса неудобно. Сейчас расскажу почему. Первая причина – в Excel нет напоминаний. Банальный пример. Вы договорились с клиентом, что перезвоните ему. Записать напоминание в Excel можно в ячейке в отдельном столбце. Способ не важен. Главная проблема остается – Excel никак не уведомит о том, что вам надо перезвонить клиенту или о любом другом напоминании. Такая же ситуация в PlanFix не является проблемой. В каждой задаче можно поставить напоминание. Создадим новую задачу. Нажмите на плюс, новая сделка, заполните нужные поля. Нажмите «Создать» и «Перейти». Для постановки напоминания нажмите на скрепку «Напоминание». В PlanFix есть возможность быстро установить напоминание себе через 15 минут, через час и так далее. Настроить напоминание для других сотрудников, нажав на «Выбрать дату», время и получателей или добавить повторяющиеся напоминания. Поставьте напоминание себе через 15 минут. После этого оно в указанное время придет в вашу хронику. Вторая причина. В Excel нельзя отслеживать сроки задач. Например, у вас много задач в Excel, почти все они со сроками. Отслеживать даты начала и завершения в Excel возможно только вручную. Excel не оповестит, что сроки задачи вышли или были изменены, а PlanFix закроет эти потребности. Вернемся к уже созданной задаче. Нажмите на календарь, заполните поле «Дата начала», далее «Дата завершения». Укажите заведомо прошедшие даты и нажмите на «Сохранить». Сразу после постановки сроков даты начала и завершения задачи стали красными. Перейдите в раздел «Задачи». В общем списке задач название просроченной задачи тоже стало красным. Вернитесь в задачу и передвиньте дату завершения. Изменения, которые произошли, можно увидеть во вкладке «Лог» или в системных комментариях задачи. Таким образом, вы сможете не только отслеживать просроченные задачи, но и контролировать все изменения сроков выполнения. Третья причина – в Excel неудобно работать с чек-листом. Частая практика – разбивать крупную задачу на части. В Excel работать в таком формате неудобно, нужно вывести отдельный столбец. PlanFix позволяет добавлять пункты чек-листа двумя способами. Первый. Откройте созданную задачу, верхнее меню, все пункты чек-листа. Добавьте несколько пунктов. Второй способ – добавить чек-лист через комментарий. Для этого перейдите в комментарий, скрепка, пункт чек-листа. Отметить, что пункт выполнен, можно галочкой. Каждый пункт вы сможете отредактировать, превратить в задачу или удалить. Четвертая причина – в Excel неудобно работать в команде. Как работать в команде в Excel? Один из вариантов – устроить импровизированный чат в одной из ячеек документа. Такой формат работы очень неудобен. В PlanFix в каждой задаче есть чат, в который могут писать сотрудники, подключенные к задаче. Также автор комментария может контролировать, кто именно сможет прочитать его комментарий. Например, можно отправить комментарий для определенного сотрудника, а для остальных скрыть. Для этого перейдите в задачу «Добавить комментарий», «Скрыть от остальных». Выберите нужного сотрудника. В данном случае комментарий получит только Алексей Иванов. Также через комментарии можно обмениваться файлами, менять статусы, прикреплять аналитики и многое другое. Пятая причина. В Excel нельзя просмотреть реальную загруженность сотрудников. Важный нюанс при работе с кадрами – равномерная нагрузка. Быстро подсчитать количество задач у сотрудников не получится, придется выводить отдельный лист с задачами для каждого и постоянно его актуализировать вручную. Решить такую задачу в PlanFix можно через планировщик. Добавьте список. Если нужно просмотреть нагрузку по всем сотрудникам, укажите в параметрах отбора списка «Статус» не равно «Завершенное» или «Новое». Объект равно объект, по которому работают сотрудники. Шаблон равно шаблон, с которым работают сотрудники. Исполнителем является любой сотрудник. Укажите сортировку по дате создания ЯА. Выберите группировку по исполнителю. Если ваша цель – просмотреть все задачи по одному сотруднику, то укажите в параметрах отбора «Исполнитель равно нужный сотрудник». В активном статусе, чтобы в список не попадали завершенные задачи.
Укажите группировку по статусу. Таким образом будут отображаться списки в планировщике. По первому можно просмотреть срез по задачам всех сотрудников, по второму – отдельного работника. Важно, в видео показаны самые простые и очевидные примеры решения проблем. Функционал планфикса позволяет решить их и другими способами. Кроме этого, вы можете установить готовое решение. Это еще одно преимущество планфикса. Оно позволит преодолеть сложности в настройке функционала системы и сэкономит ваше время. К слову, это видео записано с использованием готовых решений. Используйте возможности планфикса на максимум и будьте продуктивны.